Я уже сняла для вас ролик о том, какие подарки на Новый год, на Рождество можно купить. Но когда вот так вот выходишь на прогулку, совершенно нету никакого новогоднего или предпраздничного настроения, как будто бы в ожидании Пасхи или каких-то весенних праздников. Но я не унываю. Мне такая погода по душе, и я не буду против, если она будет длиться до весны. Вы знаете, у нас такая ситуация, что много наплодилось этих, как они называются, диких кабанов. И жители окрестностей, ну как бы сказать, пишут заявление о том, что кабаны им портят приусадебные участки, поля и так далее. Заходят даже в жилые массивы. И это недалеко от нас. И вот я так сейчас иду, хочется идти. Но вот так вот смотрю, и так иногда такая мыслишка проходит, потому что видно у нас, когда мы гуляем, видно такие места, где целые стада кабанов срывают траву, срывают верхний слой земли. Но я так надеюсь, что днем там, где вот так все-таки ходят люди, и это все-таки не лес, они не осмелятся вот так вот бегать. Косули здесь полно, и они бегают, вот так можно заметить, стремглав бегут через поле. А вот кабаны, это уже другое дело. Но я надеюсь, что такая неприятная неожиданность меня все-таки ожидать не будет. Травка зеленеет, солнышко блестит. Конечно же, травка не так сильно зеленеет, но все-таки она зелененькая, как на декабрь. Вот там дальше зеленеют поля. Это не травка, конечно же, это уже озимые так взошли, но все равно зеленеют. А зелень всегда очень радует глаз. И солнышко блестит вовсю. Что еще нужно для хорошего настроения? В костеле сейчас период Адвента. Адвент – это время ожидания на приход Господа. И вот вы видели 4 свечи. Адвент длится 4 недели. И в каждое воскресенье Адвента загорается свеча. В первой 1, во второй 2, потом 3 и 4. Потом одновременно горят. Это такая традиция в католической церкви. По количеству горящих свечей сразу видно, какое воскресенье Адвента у нас в это настоящее время. Вот и к нам пришла зимушка, зима. Второй день сыпет такой интенсивный снег, все белым-бело. От болот нет и следа, хотя след есть. Тут было видно, что не все лужи там еще слишком засыпало. Мороза видно нету, поэтому под ними еще скрываются болота. Поэтому нужно очень внимательно идти, очень внимательно смотреть под ноги. Но все равно уже настроение зимнее. Одела теплую шапку, потому что здесь в полях все-таки дует и не хочется чувствовать себя некомфортно, а хочется все-таки насладиться зимой. Не знаю, как долго она продлится и в каком она будет аспекте, какие морозы, какие ветра, какие снегопады, но покажу вам. Вот такая у нас погода. Придерживаюсь пословицы: у природы нет плохой погоды, есть плохая одежда, как говорят англичане. Ну, поэтому вот такая шапка и поэтому такая одежда. Вот те лужи, о которых я говорила. Поэтому нужно осторожненько. Снежок скрипит под ногами. Это очень приятно. Все стройки заморожены. Сейчас на них пустота, тишина до лучших времен. Посмотрите, какая красота. Как под этим тяжелым снегом опускаются ветви могучих сосен.
Ой, куда-то нога попала не туда. Ну вот теперь видите разницу, как у нас быстро с дня на день из осенне-весеннего сезона перешло в зимушку. Вот вышла перед домом, все опять засыпано толстым слоем снега. Посмотрите на эту браму, как там все занесло. То, что мы чистили вчера, уже ничего и следа нету. Все опять под толстой шубой снега. Наши дрова на зиму. Вот так я иду по дорожке в сад. Терраса вся занесена. Какой толстый слой снега на столе, на креслах. Вот такая у нас настоящая снежная зимушка. Мы всей семьей вышли на прогулку. Посмотрите, какое интересное явление мы наблюдаем. Не знаю, передает ли это камера, но смотря на это поле огромное, виднеется вот такая полосочка. Посмотрите, это как туман летом над полями в 4-5 утра. Вот такие бывают полосы. Но сейчас декабрь, я зимой вижу такое. Вот мы устремляемся в это поле и входим постепенно в полосу этого, я не знаю, как назвать, тумана или чего-то. Мы, можно сказать, уже внутри. И смотрим на наши плащи, на наши шапки и куртки. Мы все покрылись толстым слоем инея. И когда мы зашли вот сюда, в это поле, просто такое дуновение холода, как будто бы на тебя вздохнула снежная королева. Вы видели что-то такое в своей жизни? Напишите, пожалуйста. Вот, смотрите, не знаю, передаст ли камера, над головой как будто бы фата такая из какого-то снежного или морозного инея. Посмотрите, над землей нормально, и потом мы подходим как будто бы под какой-то ткань. Это все нас прикрывает, и мы чувствуем дуновение морозное, такое дуновение Деда Мороза или Мороз. А вот уже неделя снегопадов. Я приехала в центр города, не могу нигде припарковаться. Посмотрите, что творится. Неделя лежит снег, и дворниками даже, как сказать, не пахнет. Никто ничего не чистит. Вот эта проезжая часть вместе с, как сказать, с тротуаром сравнялась. Невозможно заехать, я закопалась. Вот так идешь, месишь ногами этот снег, я просто в шоке. Где дворники, где? Это не первый день, это уже неделя. И никому до этого нету дела. Идти действительно очень тяжело, и я сейчас думаю не о себе, что мне тяжело, я там как-то пройду, но вот была бы я матерью с коляской, я по такому, не знаю, как бы я проехала, например, 2 детей, один в коляске, другого держишь за руку одной рукой, видишь, это невозможно. Или, например, пенсионеры, люди старшего возраста с палочками, это очень тяжело. Я с какой-то такой горечью думаю об этих людях, даже не о себе. Я даже увидела краем глаза такую маму, которая изо всех сил толкала коляску по этому снегу, а снег наворачивался на колеса, и она просто выбивалась из сил.
Ну все, я бегу по своим делам, на этом буду с вами прощаться и встретимся с вами в рождественских и в новогодних влогах. Обязательно заглядите на мой канал. Пока-пока.